Привет, катаны! Как вы уже могли заметить, в последние годы Тодд Говард и беседка слишком часто начали употреблять лунный сахар и делают все, лишь бы втоптать в грязь собственную репутацию. Но сколько бы они ни выпускали 76-х фоллаутов и не выливали на преданных фанатов помои вроде Test Blades, беседке стоит отдать должное за создание серии The Elder Scrolls и поддержку в моду всех мастей. Сколько же я модов накачала с Nexus для Скайрима? Ух, сотни, от Запорожца до оргии с понями. Но моды на самом деле ерунда. Настоящее сердце древних свитков – это бескомпромиссное следование концепции «будь кем хочешь и делай, что хочешь». И именно за пьянящий уровень свободы мы любим серию The Elder Scrolls. А еще любим за мемы. Давайте не будем скрывать, все любят мемы. И именно в них богатство древних свитков. Поэтому сегодня предлагаю рассмотреть эволюцию всех частей The Elder Scrolls, начиная с арены и заканчивая мифической шестой частью, а заодно уделить внимание самым главным мемасам серии. Так что завариваем скуму и начинаем! Давайте сразу перенесемся на зарю 90-х годов. У нас есть студия «Беседка», которая известна в основном за счет спортсимов и шутану про Терминатора. И то, и другое, к слову, было соу-соу. Теперь вопрос. Какую игру «Беседка» начнет разрабатывать следующий? Конечно же, пошаговый симулятор гладиатора под названием The Elder Scrolls Arena. Ведь это очевидно. Вот только концепт поначалу имел столько же общего с РПГ, сколько финальная игра с подзаголовком «Арена». Спойлер, нет ничего общего. Идея создать партийный файтинг на крошечных аренах вообще звучит как оскорбление для серии, и за знакомый нам концепт древних свитков стоит заплатить монету дизайнеру игры Теду Петерсону. Он после длительных каток в революционную RPG Ultima Underworld решил создать свою Ультиму, пусть и без блэкджека, но со шлюхами. И я сейчас полностью серьезно. В лихие 90-е, когда за каждый неверный чих на тебя не налетала армия СВЖ-цыган, у разработчиков были все возможности нести разврат в массы. Обложка арены, каждый женский персонаж в игре – это настоящий порно-праздник для дошкольников. И даже по дизайн-документу 1993 года в игру хотели ввести проституток, но все же отказались от идеи. А что все-таки осталось в арене? Да практически все, чем серия популярна в настоящий момент. Зачатки лора, главный герой Зек, который начинает свой путь с фразы «Ержан, просыпайся, мир спасать пора», плюс обширная ролевая система и весь Тамриэль для исследования. А вот какие были мемасы в игре, история, к сожалению, умалчивает. Сразу после выхода арены в 1994 году беседка не начала купаться в лучах славы, Тодд Говард не был причислен к лику святых, да и вообще, игровая индустрия встретила игру без невероятного восторга и криков 10 из 10. А больше всего критиковался сюжет, который только чуточку был сложнее инструкции на рулоне туалетной бумаги. Но так как игра окупила бюджет, а беседки вдруг почуяли себя мессиями, и было решено создать самую масштабную ролевую игру в истории. О, великий Багирфол! Слава каджитам, то бишь мне! Ой, то есть Daggerfall, хотя в принципе это не так важно, а вот что действительно важно и имеет значение, так это размер. Да, пацаны, такая жестокая правда. По крайней мере, так думали в беседке, когда создавали в Daggerfall мир площадью, как 2/3 Великобритании, наводнили ее 75 тысячами персонажей и 15 тысячами населенных пунктов. А словно этого мало. Беседовский гений совсем поплыл. Как вам, например, возможность учить 8 языков для общения с местной фауной и влиять на судьбы королевства, система репутаций с 5 фракциями, 6 концовок и огромное количество лампового чтива по мотивам вселенной. Но Daggerfall называют недаром Багирфолом, и вместе с самой большой игрой в истории мы получили самую забагованную, а помножьте это на трехмерный движок X-Engine, который ставил на колени любую систему, и вы получите настоящую радость для мазохиста. В общем, добро пожаловать в Багирфол! Но, несмотря на все проблемы, игру страстно любили и обожали в некоторых психбольницах. Даже сейчас можно найти людей, которые утверждают, что прошли весь Daggerfall. Больные люди, что с них взять? При этом игра вошла в историю пары мемасов. Первый – это бланк, который заменяет собой цель задания в рандомно сгенерированных квестах. В любой непонятной ситуации говорите бланк, не ошибетесь. Второй – стражники, кричащий холд, который затем разнесся на сотни гениальных ремиксов. Вы только посмотрите, здесь только Рикардо Милоса не хватает.
После релиза Daggerfall беседка решила, что пора бы поумерить амбиции и по-быстренькому состричь деньжат на фанатах, кхе-кхе, то есть поэкспериментировать с серией и найти новые пути для развития древних свитков, разумеется. Что это я на самом деле? Говард тогда еще не думал об бабосах, и трава зеленее была у разработчиков, и вообще, он даже не руководил разработкой. Первая игра под названием Elder Scrolls Battlespire вышла в 1997 году и отказалась от всех особенностей основной серии. Нет тебе и нелинейности, нет и открытого мира, а взамен получите небольшую крепость и серию однотипных кодировок с двумя целями – дойти до вершины, сразиться с Мерисом Дагоном и постараться не умереть со скуки. Как небольшой бонус – наличие мультиплеера, чтобы хоть как-то оправдать существование игры. В общем, шедевр на все времена, как вы сами понимаете. The Elder Scrolls Adventure Regard в 1998 году уже вышло более интересным. На игру стоит обратить внимание уже потому, что это первая часть древних свитков, разработанная под руководством нашего любимого Тодда Купи Skyrim Говарда. Он решил отказаться от процедурной генерации окружения и представил приключенческий экшен от третьего лица в мире The Elder Scrolls. В результате игра получилась не самой посредственной, и если вы можете смириться с секундной задержкой после каждого удара и выпиленной системой прокачки, то, возможно, получите удовольствие при игре в Redguard, но это не точно. Два ответвления в серии не принесли особого профита беседке, и команда Тодда Говарда вовремя поняла, что единственный способ не потерять работу – это всего лишь создать революционную РПГ. Да, легендарный Морвинд, именно его родимого. И, кстати, очень радует, что со временем в беседке, видимо, закончились запасы скумы, и они отказались от идеи создать мир по размерам сопоставимый с Daggerfall, либо Говарду объяснили, что не размер решает, а что-то другое. Лучше меньше, да качественнее, и безимпотентные ереси, вроде автогенерации окружения и квестов, до сих пор трясет от них. И в итоге Морвинд, даже несмотря на площадь в 0,01% от мира Daggerfall, дарит гораздо больший уровень свободы благодаря детальной проработке игровых механик. История Нереварина, как легендарный наркотик, брала своими цепкими лапками и окунала в мир полный расизма, деревьев грибов и перевозчиков сил-страйдеров, напоминающих блок переростков. Да, видимо, без скумы здесь все же не обошлось, но это ведь и к лучшему. В настолько странном мире хотелось жить, грабить караваны, вступать в местные дома, читать литературный прон в виде похотливой аргонианской девы и молиться о Катошу, только лишь бы не встретить скального наездника. Ох уж эти твари, точно будут сниться мне в ночных кошмарах. Но по-настоящему бессмертную игру сделали два последующих дополнения – Tribunal и Blood Moon, редактор модов Construction Set, ну и порно-моды к нему, куда уж без них, как говорил великий Альберт Эйзенштейн, в свитки ты не играл, если персонажей не раздевал. Практически каждая фраза и персонаж Моры раздирались на цитаты и пополняли золотую копилку мемов игровой индустрии. Да что тут говорить, если уже за первые 30 минут игры мы получили два культовых мема. Стартовая фраза «Ну ты, Соня, тебя даже вчерашний шторм не разбудил», которую можно использовать в любой ситуации, особенно после новогодней пьянки, и бессмертный хит про бумагу. Дальше вы не пройдете, пока не получите бумаги. Дальше вы не пройдете, пока не получите бумаги. Скальных наездников тоже стоит вспомнить. Пусть земля им будет стекловатой. Надеюсь, эти ничтожества за мной не следят. После релиза Моры беседка получила славу, почет и финансы, поэтому вполне могла бы предпочесть вместо разработки игр кокаиновые пати каждый вечер, но все же решила закрепить свой культовый статус стартом разработки The Elder Scrolls 4 Oblivion. Без пати, я думаю, не обошлось. Инфа 146%. А вот насколько в итоге область закрепила в 2006 году культовый статус Bethesdy и лучше ли игра Морвинда, я даже и говорить не хочу. Это хуже Полисрача, и в этой войне вкусов ни один человек лишился жизни, и я не хочу быть следующей, только отмечу, что претензии к упрощению всех ролевых элементов, более примитивный сюжет с бесконечной зачисткой врат Обливиона и приземленный сеттинг мне абсолютно понятны. Но какие вобли-квесты, какая атмосфера, и в конце-то концов, вместе с пусть и кривой,
живой, но все же боевской в реальном времени. За это можно прощать Обливиону многие недостатки, ведь в итоге так и получилось. Даже косяки беседки впоследствии стали достоинствами и узнаваемыми мемасами. Например, хваленая система искусственного интеллекта Radiant All. По признанию Тодда, персонажи должны были чуть ли не плодиться и размножаться по пути, проходя сюжетный квест. Но в итоге мы получили страну дураков, где для персонажа простоять пару суток на одном месте – это привычное явление. Наверное, изучали дзен-буддизм и медитацию. Мое уважение такому терпению. Отдельной строкой можно вспомнить диалоги в стиле: «О, привет, привет! Как дела? Сегодня моего сына изнасиловали грязекрабы. Это замечательно. Пока. До встречи». Но, как бы там ни было, они переросли в мемасы, тысячи которых можно найти по запросу в ютубе Oblivion MPS. Стражники тоже отличились, и если вы не танцевали под Imperial White Song, то считайте, ваша жизнь прожита зря. Fine or serve your sentence. Stop! Pay the court a fine or serve your sentence. Stop! You violated the law. Среди других мемасов можно вспомнить систему генерации лиц, позволяющих создать уродов с выражением лица «Kill me please», и фаната чемпиона арены, который был создан беседкой для того, чтобы его унижали. И, наконец, мы подошли к игре, которую можно купить 5 раз, и все равно захочется еще раз. Игру рекордсмена по количеству порно-модов и игру, в которой можно забить дракона кулаками. О, великий Skyrim! Страна кошкодевок, паней и запорожцев ждет нас. Как и в случае с Обливионом, Skyrim отметился тенденцией на упрощение ролевых элементов, диалогов, обзавелся громоздким интерфейсом с дизайном а-ля Йомама минималист. А добавьте к этому меньшую вариативность и креатив квестов, гильдии с крошечной веткой заданий, и вы поймете, почему, как грибы после дождя на ютубе, возникают видосы в стиле «Почему я забросил Skyrim ради Обливиона, Морвинда, Варфейса или любой другой игры?» Но, так или иначе, Skyrim порабощает своей атмосферой, заставляет прожить жизнь Довакина, взобраться на 7000 ступенек самой высокой горы в Тамриэле, отправиться болванчиком в затяженный полет с помощью драконьего чиха или стать вампиром и заглянуть в старый добрый Морвин в дополнениях. У игры была душа, и именно поэтому она влажно обожаема геймерами всех возрастов, которые сделали из Скайрима мемную энциклопедию. На мемы начали разбирать уже первый трейлер и тот самый фусрода, вместо которого люди слышали куткудах, мусора, росгорстрах. Короче, оказалось, что русский язык имеет много общего с драконьим. В народ также пошла и железная шапка Довакина, только с таким шлемом можно быть драконорожденным. Как вы понимаете, сколько существ на Скайримном небосводе звезд, столько и мемасов можно найти по игре. Высмеивалось все, начиная от лошади-скалолаза до стражников со стрелой в колене, куриц, которые вас обязательно заметят и мешают стелсить, чудеса искусственного интеллекта, которые иногда и интеллектом назвать сложно, и, конечно же, возможность обворовывать персонажей, натягивая им на голову бадью. До такого даже Снейк и гениальный Кодзима не додумались. Skyrim только за первый месяц продаж разошелся в 10 миллионов копий, и, видимо, у Тодда Говарда от успеха так снесло крышу, и в обязательный ежедневный рацион со скумой добавился героин, что с его попустительства серию начало дико штормить. Первым делом можно отметить The Elder Scrolls Online в 2014 году. И, в общем-то, не хочется говорить, что игра была создана лишь для того, чтобы хайпануть на популярности серии и онлайновых играх. Первые слухи о разработке TES Online появились еще в 2007 году. И на бумаге у нас получилась практически игра мечты. Наконец-то, почти весь Тамриэль, созданный без богомерзкой автогенерации. Разве это не прекрасно? Но миру игры и сюжету чрезвычайно не хватало лоска, детализированности и эпичности номерных частей серии. Да еще и привычное чувство богоизбранности главного героя пропало. Попробуй тут себя вершителем судеб почувствовать, когда рядом с тобой еще сотни таких же довакинов бегает. Ага. Но в целом, благодаря переходу на фри-то-плей модель и регулярным обновлениям TES Online, зайдет как затравочка перед выходом 6-й части.
А вот выпуск в 2016 году карточной игры The Elder Scrolls Legends — это уже явное желание хайпануть немножко на трендах. Об этой игре не хочется много говорить, разве что можно отметить фаната из Обливиана в качестве одной из карт и эталонную поддержку, когда каждое новое обновление пробивает очередное дно и делает игру только хуже. И в принципе низкое качество прошлых двух игр можно было бы оправдать, так как за их разработку не отвечала беседка. Но вот новенький Elder Scrolls Blades — это уже другое дело. Тут уже в графе разработчиков значится беседка. И не стоит забывать Тодда Говарда, который прям так убедительно развешивал лапшу на уши о том, что нас ждут полноценные свитки на смартфонах, что релиза Blades даже стал кто-то ждать. В итоге в качестве игры мы получили сплошной мем, который наглядно иллюстрирует желание современной беседки не двигать жанр вперед, как в старые добрые времена, а нажиться на трендах. И глупо было бы ждать даже после всех обещаний от мобильного поделия чего-то большего, чем примитивный гринд сундуков 24/7. Но обидно, ребятки, особенно в свете разработки 6-й части. О ней мы знаем только то, что предположительно действие новых свитков перенесется в провинцию Хайрок. Игра разрабатывается на в 100-500 раз обновленной модели старого движка и выйдет несколько лет спустя Starfield, где-то не раньше 2024 года. Не очень обнадеживает, правда? Но мне хочется верить, что у Тодда Говарда и беседки запасы лунного сахара не вечны. Они умеют учиться на собственных ошибках и в 6-й части серии смогут сделать древние свитки великими опять, подарив новую волну отборных мемасов. Катаны, если вы так же, как я, любите серию Elder Scrolls, то ставьте свой царский лайк этому видео. А если вам нравится какая-то другая серия, то пишите в комментариях, и, возможно, в следующий раз я расскажу именно о ней. Подписывайтесь, ставьте лайк и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео со мной. Нет? О, привет, путник! Спасибо, что зашел в магазинчик у Каджита. Ты, наверное, хочешь купить мои товары. Давай я покажу, что у меня есть. Думаю, это. Шикарная фляжка из драконьего стекла. Всего 500 септимов, и она твоя. Соглашайся. Ну ладно, только для тебя 750. Не нравится? Может быть, зайчик? Купи зайца. Нет, я его не украла у детей, они сами отдали мне его. 1000 септимов, и он твой. И это не нравится. Ну тогда... Как насчет телефона? Что значит, я его украла у тебя? 2000 септимов, и он снова твой. Соглашайся. Каджит не обманет. Бери. Монету вперед.